Земля Северной Америки моложе европейской. 3-4 века истории вместо тысячелетий. Но именно поэтому здесь до сих пор находят то, что никто не искал. Колонисты не доверяли банкам, ковбои не доверяли шерифам, пираты вообще никому не доверяли. Каждый закапывал свое золото сам и не всегда успевал за ним вернуться. Сегодня 10 историй. От скромной монеты под фермерским полем до клада, за который заплатили $10 миллионов. Все найдены не лопатой археолога, а обычным металлоискателем в руках человека, который просто вышел прогуляться. Кто-то искал 20 минут, кто-то 35 лет. Начнем с самой тихой истории, и дальше только громче. 10 место. Канадский поисковик Джон Харви получил разрешение обыскать участок земли под Онтарио. Ферме 200 лет, с 1820-х годов. Обычное дело для этого хобби. Разрешение хозяина, наушники, медленный шаг по вспаханному полю. Прибор запищал не один раз. Харви нашел целую россыпь монет XIX века. Не клад в банке или горшке, а именно рассыпанные по земле следы 2 столетий чьей-то обычной жизни. Кто-то расплачивался тут за зерно, кто-то терял мелочь у колодца. Ничего сенсационного, и в этом вся суть. Говорят, самые честные находки именно такие. Без склада, без легенды, без сокровища. Просто время, поднятое из-под земли. Харви признается, он еще вернется на эту ферму. 800 акров земли, и он прошел только малую часть. 9 место. Остров Нантакет, побережье Массачусетса. Местный кладоискатель Трэвис Николс, человек, у которого в коллекции уже больше 300 монет с пляжей острова. Он ищет здесь годами, и соседи знают его в лицо. То потерянное кольцо вернет, то старую монету покажет. На этом же острове до него находили монеты, отчеканенные еще в 1650-х годах, задолго до того, как здесь появился первый постоянный маяк. В 2025 году прибор дал сигнал на южном берегу острова. Из песка вышла серебряная монета в 1 реал 1782 года. Испанская чеканка, но не испанская земля. По клеймам Николс определил, монету отчеканили в Мехико. Подумай, какой путь она прошла. Мехико – испанский порт, трюм корабля, Новая Англия, еще один корабль и, наконец, песок Нантакета, где она пролежала 2,5 века. Как эта монета вообще сюда попала, только и смог сказать сам Николс, держа находку в руках. Стоимость не бог весть какая – $1000. Но история, которую монета проделала, дороже любой цифры. 8 место. Флорида – участок берега между Мельбурном и Форт-Пирсом. Местные называют его без всякой скромности «побережье сокровищ». И не зря. 31 июля 1715 года ураган разбил 11 испанских галеонов, шедших из Гаваны с грузом золота и серебра колоний. Оценка того груза – под $400 миллионов на современные деньги. Большая часть до сих пор лежит в песке под водой, и 300 лет шторма продолжают выносить обломки на берег. В 2020 году 43-летний Джона Мартинес, охотник за находками с 24-летним стажем, вышел с прибором на пляж Turtle Trail. Прибор дал сигнал. Из песка одна за другой вышли 22 серебряные монеты, те самые пиастры А8. Оценка около $6000. Не миллион, но каждая монета – осколок катастрофы 300-летней давности, буквально всплывшей после очередного шторма. «Не все знают, почему это побережье так называется», — сказал тогда Мартинес. Вот почему. 7 место. Остров Мартас Виньярд, декабрь 2016 года. Тим Зауэр, плотник 29 лет, ходит по общественному пляжу с металлоискателем. Как обычно, собирает современную мелочь – центы, дайм, потемневший от соли металл. Одна монета выделялась. Черная, без узнаваемого рисунка, он сунул ее в карман к остальным. За сладости потом купить. На следующий день, разбирая находки, заметил разницу в цвете. Потер песок и увидел дату – 1652 год. Это оказался сосновый шиллинг, одна из первых монет, отчеканенных в колониальном Массачусетсе еще до того, как появились США как страна. Его друзья, годами искавшие на том же острове, находили испанские реалы XVIII века, но такую колониальную монету никогда, хотя мечтали об этом всю жизнь. Похожий экземпляр в отличном состоянии уходил на аукционе за $285 000.
Монета 3,5 века пролежала там, где сегодня люди в шлепанцах ищут потерянные ключи от машины. 6 место. 1622 год. Флорида, Кис. Испанский галеон «Санта-Маргарита» идет ко дну вместе с сокровищами Нового Света, тем же штормом, что унес печально знаменитую «Ноэстро Синьора де Аточа». Оба корабля везли серебро и золото колонии. Оба легли на дно в считанные часы, и охотники за сокровищами ищут их обломки до сих пор. Спустя почти 4 века, в июне 2008 года, дайвер Майкл Демар работает под водой на месте затонувшего корабля. Прибор пищит. Демар почти не обращает внимания. Думает, обычный мусор, консервная банка. Поднимает наверх и понимает. В руках золотая чаша, потерянная кораблем почти 4 столетия назад. В 2015 году чашу продали на аукционе в Нью-Йорке за $413 тысяч. Часто самые ценные находки выглядят как хлам, пока их не поднимешь на поверхность. 5 место. Мэриленд, конец 1970-х, середина 1980-х. Пожилой мужчина, назовем его так, как назвала семья, Боб, покупает по одной монете за раз. Южноафриканский крюгерант – унция чистого золота. $35 за штуку в начале, 650 к середине 80-х. Он копит их не для себя, для детей. На черный день, который, он надеется, никогда не наступит. 1984 год. Семейный ужин. Отец выходит из дома с лопатой, ничего не объясняя. Позже за столом он рассказывает. Закопал золото рядом с домом сына в стеклянной банке из-под виноградного сока. На шаг лопаты от дома – единственная подсказка, которую он оставил. Дальше 35 лет тишины. Отец умирает, мать умирает. История превращается в семейную легенду, в которую верят, но которую никто не проверяет. В 2019 году сын Боб решает искать всерьез. Своими силами арендует прибор, копает вместе с сыном, даже пригоняет экскаватор. Месяцы поисков и ничего, кроме перекопанного двора и разочарования. Тогда он нанимает профессионального кладоискателя. Тот спустя 2 выезда и десятки перепроверенных сигналов копает буквально в паре шагов от того места, где семья искала месяцами. И лопата ударяется о стекло. Внутри разбитой банки 60 монет, потемневших, но целых. Стоимость на момент находки больше $100 тысяч. Но, как признавался потом сам Боб, ценность была не в цифре. Отец умер, так и не увидев, как его подарок нашли, но каждая монета все еще хранила отпечатки его пальцев на бумажных упаковках, в которые он их когда-то сложил. 4 место. Род-Айленд, 2014 год. Любитель истории и по совместительству поисковик Джим Бейли работает металлоискателем на поле бывшего колониального поселения. Прибор дает сигнал. Из земли выходит потемневшая серебряная монета размером с монету в 10 центов. Бейли думает, испанская чеканка – обычное дело для здешних мест. Присматривается ближе и видит арабскую вязь. «У меня взмокли ладони», – вспоминал он позже. Экспертиза устанавливает, монету отчеканили в 1693 году в Йемене. Как йеменская монета оказалась в земле Новой Англии? Ответ приводит к одной из самых громких историй морского разбоя. 1695 год. Пират Генри Эвери захватывает корабль великих моголов «Ганг и Савай», перевозивший паломников и несметные богатства – золото, серебро, драгоценные камни. Добыча – одна из крупнейших в истории пиратства, а сам Эвери после этого попросту исчезает. Ни английская корона, объявившая за его голову награду, ни целая охота по обе стороны Атлантики так и не нашли его следа до конца жизни. Есть версия, что часть награбленного золота осела именно в американских колониях, которые, как утверждает Бейли, были базами для пиратов позднего 17 века, готовых прятать и отмывать чужую добычу за долю малую. С тех пор похожие монеты находят поисковики в Род-Айленде, Массачусетсе, Коннектикуте и Северной Каролине. Уже больше 10 штук. Каждая, возможно, последний вещественный след одного из самых дерзких преступлений своей эпохи. И каждая новая находка добавляет еще один штрих к карте бегства пирата, которого так и не поймали. 3 место. Кентукки, 2023 год. Владелец земли, имя и точное место так и не раскрыты,
Копает на собственном кукурузном поле. Прибор реагирует. Первая монета – золотой доллар. Вторая. Третья. К концу дня из земли выходит свыше 700 золотых и серебряных монет. Доллары, десятки, двойные орлы номиналом $20, чеканенные между 1840 и 1863 годами. На видео, снятом сразу после находки, слышно, как у человека сбивается голос. Это просто нереально. Историки предполагают, клад спрятали накануне рейда конфедератского генерала Джона Ханта Моргана в 1863 году, того самого рейда, что прошел через Кентукки, Индиану и Огайо, сжигая мосты и грабя склады. Кентукки тогда формально объявил нейтралитет, и, судя по всему, кто-то из местных предпочел спрятать сбережения в земле, а не рисковать ими под колесами войны. Похожие легенды здесь не редкость. Один житель Кентукки якобы закопал $80 тысяч золотом под Лексингтоном и умер, так и не успев их выкопать. До сих пор не найдено. Другой оставил письмо, что спрятал 20 тысяч в Падьюке, тоже без результата. Найденный клад оценили в несколько миллионов долларов. Редкие монеты потом уходили на специализированных аукционах по цене, исчисляемой 5 и 6 нулями за штуку. Отдельные экземпляры двойных орлов 1863 года, редчайшая дата, сами по себе стоили больше, чем весь клад стоил бы просто на вес золота. Второе место. Летом 2025 года. Побережье сокровищ – то самое место, где нашел свои 22 реала Джона Мартинес 5 годами ранее. Только теперь работают профессионалы. Команда компании, владеющей эксклюзивными правами на добычу с флота 1715 года. Дайвер Левин Шейверс поднимает со дна серебряную монету, потом еще одну. За месяц работы команда с подводными металлоискателями достает из песка свыше 1000 серебряных монет и несколько золотых, общей стоимостью около $1 миллиона. Для сравнения, предыдущий раз, когда со дна поднимали столько монет за один заход, был в 1990 году, 35 лет назад. Это крупнейшая единовременная добыча с этого места за все эти годы. На некоторых монетах до сих пор видны отпечатки мешковины, в которой их везли 310 лет назад, как будто корабль расстался с грузом только вчера. Каждая монета – это кусочек истории, живая нить к людям, которые жили, работали и плавали в золотой век Испанской империи, говорят в компании. Океан отдает свое золото по одной монете за раз. И, судя по всему, еще далеко не все отдал. И первое место. 2013 год, Калифорния, предгорье Сьерра-Невады. Супружеская пара выгуливает собаку на собственном участке, замечает ржавую металлическую банку, торчащую из земли. Дальше та история, которую слышали почти все, кто хоть немного интересуется темой находок. 8 проржавевших банок. 1427 золотых монет, отчеканенных между 1847 и 1894 годами. Общая оценка свыше $10 миллионов. Крупнейший клад золотых монет, найденный на территории США. Но вот что рассказывают реже. Монеты были в идеальном, почти музейном состоянии, как будто их закопали и больше никогда не трогали. Ни одна не побывала в обращении. Прежде чем продать находку, супруги обратились к монетному дому, специализирующемуся на подобных редкостях, чтобы каждую монету оценили и застраховали по отдельности. Обычная банка с мелочью так не поступает. Специалисты годами пытались понять, кому принадлежало это золото. Ни одно имя, ни одна семейная легенда, ни один архивный след не привел к разгадке. Кто копил эти деньги десятилетиями, монета за монетой, и почему так и не вернулся за ними? Есть версия, что владелец умер внезапно. Есть версия, что боялся банков после кризисов XIX века. Точного ответа нет до сих пор, и, возможно, уже никогда не будет. Пара так и осталась анонимной, по соображениям безопасности, скрывая даже точное место находки на своей же земле. А золото, пролежавшее 1,5 века в земле, за одну ночь превратилось в самую громкую находку в истории поиска с металлоискателем на континенте. Сколько еще лежит под фермами Онтарио, под пляжами Флориды, под чьим-то забытым садом, никто не знает. Судя по темпам находок последних лет, земля Северной Америки далеко не закончила рассказывать свои истории. От тихой канадской фермы до золота, пролежавшего в земле 1,5 века. Расстояние в этом списке огромное, но начинается все одинаково – с обычного человека, наушников и медленного шага по земле.
Все источники, архивные материалы и полезные ссылки на музейные страницы в описании под этим видео.